Животные – удивительные существа. Подтверждением тому служат многочисленные необычные истории, об одной из которых и пойдет речь в этой истории. Софья была заядлой поклонницей всего, что связано с собаками. Ни к кому иному ее душа не лежала ровно до того дня, пока она не встретила на улице маленького беззащитного котенка. Этот бедняжка мог под дождем и не мог найти себе укромного местечка, так как рядом была проезжая часть. Девушка понимала, что это небезопасно. В любой момент котенок может угодить под колеса чьей-нибудь машины, и тогда беды не миновать. Софья не смогла пройти мимо маленького создания, замерзшего и запуганного. Котенок охотно позволил взять себя на руки и даже не стал этому препятствовать. Через несколько мгновений он сидел внутри теплой куртки своей новой хозяйки. Перед тем, как уйти, девушка осмотрелась вокруг. Вдруг неподалеку есть другие котята, но ничего подобного она не заметила. Тогда Софья решила отвезти малыша в ветеринарную клинику. Там ей сразу сообщили, что у котенка нет чипа или других каких-то признаков наличия хозяина. И это означало только одно – за ним никто не придет. Что касается здоровья котенка, то все было вполне хорошо. Найденный малыш оказался крепеньким. Софья забрала нового друга из клиники и повезла его домой. Девушка знала, что эта новость станет радостной для ее супруга. Валерий всегда был в восторге от кошек. Как задумывалась, так и случилось. Эти двое сразу стали друзьями, что очень радовало и девушку. Ей не пришлось никого ни о чем просить и уговаривать. Котенок сразу стал членом семьи и получил прозвище Снежок. Впрочем, новая хозяйка нравилась ему куда меньше, чем хозяин. Своей лаской он начал баловать Софью не скоро. Это стало происходить несколько лет спустя. Снежок стал более внимательным и ручным, нежным и покладистым. Молодой кот сам лез к ней на руки, устраивался поближе на кровати. Девушке это очень нравилось. А вскоре она узнала о том, что станет мамой. Это позабавило всю семью, ведь Снежок как будто почувствовал это раньше всех. Он начал проявлять повышенное внимание к хозяйке, чего не было раньше. Теперь Валерий и Софья поняли, в чем дело, почему коту так сильно хотелось лежать у нее на животе. Однажды, в самый разгар рабочего дня, Софье стало плохо. У нее очень сильно прихватил живот. Было похоже на схватки. Девушка чувствовала себя на грани обморока и нуждалась в помощи. Валерий примчался за ней на работу и увез возлюбленную в больницу. Врачи сказали, что девушка вынашивает двух близнецов. К сожалению, один ребенок имел некоторые проблемы со здоровьем, но шанс на спасение оставался. Софью срочным образом госпитализировали. Девушка принимала лекарства, выполняла все указания врачей. Ей было страшно и дискомфортно в больнице. Это место навеивало самые нехорошие мысли, отвлечься от которых почти не получалось. Ей хотелось домой, в привычную и уютную обстановку, но время еще не пришло. Ребенку все еще нужно было оставаться под чутким присмотром врачей. Софью выписали через несколько недель, но это не означало завершение лечения. Будущая мама чувствовала себя намного лучше в родных стенах. По вечерам она проводила время с любимым мужем, а днями напролет была в компании Снежка. Иногда он даже пытался развлечь хозяйку, устраивая забавы с игрушками прямо у нее на виду. Кот был самим воплощением нежности, когда приближался к животу Софьи. Он так трепетно проявлял себя, как будто все чувствовал и понимал. Это выглядело невероятно. Спустя некоторое время в квартиру доставили детскую кроватку. Вот только радоваться этому пришлось совсем недолго. Вероятно, грузчики выпустили Снежка из квартиры. Домашний питомец не был приучен к улице, поэтому Софья сразу же расплакалась. У нее не получалось не думать о судьбе кота, которого когда-то забрали с улицы. По возвращению с работы Валерий отправился на поиски питомца. Он тоже был раздосадован новостью о пропаже Снежка. Мужчине было грустно вдвойне из-за себя, и за жену, для которой Снежок был поддержкой, пока муж был на работе. Как они будут жить без любимого кота? Софья не могла остановить слез. Конечно, она пыталась верить в лучшее, но в голову лезли кошмарные мысли о том, что они потеряли его навсегда. Снежок стал для них не просто домашним любимцем, а почти ребенком.
По крайней мере, так они к нему относились. Дни пролетали очень быстро, а вестей о Снежке так и не было. Телефон молчал, соседи пожимали плечами и лишь сдержанно сочувствовали. Софье нужно было готовиться к родам, но она все время думала о коте. Будущей маме хотелось отыскать Снежка до начала родов, ведь кот служил им неким оберегом. Как-то ночью Софья долго не могла уснуть. Отдых давался ей с большим трудом, на таком сроке беременности мешал огромный живот. Девушка вынашивала близнецов, поэтому ее габариты слегка отличались от среднестатистических. Валерий тоже не спал. Он все время думал о том, как помочь своей супруге чувствовать себя комфортнее. В ту ночь пара бодрствовала не зря, ведь вскоре случилось невообразимое. В какой-то момент на балконе внезапно зажегся свет, среагировал датчик движения. После этого Софья и Валерий услышали звук, похожий на царапание. Они переглянулись с некой недоверчивостью, стали всматриваться сквозь занавеску на окне. Снаружи их ожидало настоящее чудо. Снежок сумел найти дорогу домой и пытался дать знать о своем присутствии весьма логичным способом. Его когти проделали всю необходимую работу хозяева, отреагировали немедленно. Снежок был сильно перепачкан, немного испуган и слегка потрепан. Наверное, у него случилось первое знакомство с дворовыми котами. Он так ненасытно пытался наесться, что заставил своих хозяев умилиться. Валерий привел кота в порядок, отмыл и сытно накормил. В ту ночь все трое спали, словно младенцы. Родные смогли воссоединиться. Это ли не чудо? К утру у Софьи начались схватки. Роды обещали быть сложными, но пара подготовилась на максимум своих возможностей. Снежка оставили дома, а сами отправились в роддом. Детишки получились на загляденье. Опасность миновала, и все прошло хорошо. Через какое-то время Софья и Валерий наконец вернулись домой, да не сами, а с пополнением. Новоиспеченная мама была уверена, что Снежок оказал определенное влияние на здоровье малышей. Снежок принялся изучать малышей, обнюхивал, мягко терся, мурлыкал. Это было восхитительное зрелище. Кот ночевал с детьми в кроватке и ютился рядом с ними под одним одеяльцем. В дневное время Снежок почти не выпускал их из виду, ему всегда было интересно, что происходит с малышами. Кот стал им другом, нянькой и настоящим талисманом. Вот такая удивительная история. Согласны? Ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал.